Че, добро пожаловать, ребята, в следующую часть Kingdom Come. Я запустил трансу? Да, всем привет еще раз. Пока я тут один. Тогда я лайкну свою трансляцию. Сорян, то, что, ребята, я не предупреждаю, когда там трансляция вообще происходит. Наверное, я так и буду делать, то что когда-то будет трансляция, это ожидаемая трансляция, точнее, где-то 8 часов, типа такого, я вам буду заранее предупреждать. И будем вместе продолжать играть. Кто хочет, конечно, смотреть. Уже не помню, где мы там остановились. Какие-то там миссии совершали. Так, что с моей видеокамерой? Вот дай гляну еще раз, как и там в кадре. Да, вроде нормально. Привет. И что тут у нас? Нужно поговорить с половиной до полудня. Окей, давайте. Где-то вот так, да? Жесть, что-то дует. Так, где девушка? Че ты еще не встаешь? Давайте еще поспим. Что-то она допоздна. Я думал, в деревнях, где работают. Просыпаются рано. Все, она, наверное, встала уже. А я... Вот, она только встала. Бросить котелок. А что мне поесть? Вот лепешка. А еще... Смотрите, 2 лепешки у нас. Где девочка? Так, давай погуляем. Я кое-что принес тебе. Еще что ли? Не, кинжал мой нам не нужно. Вы точно хотите отменить передачу вещи? Да. Наверное, я что-то... Наверное, самая удачная идея. Жестко. Ты не сдаешься, да? Да, я подумаю. Куда бы ты хотел пойти? В корчму, на весельный холм, на прогулку вдоль реки. Почему нет? По-моему, неплохая мысль. Идем. Ага. В чем мы одеты? Какую-то нужно одежду взять купеческую. Смотрите, здесь у них туалеты. Экскременты. Это была отличная мысль отправиться на прогулку. Не то, что мне не нравилась на мельнице, но от этого устаешь, поэтому я рада. Мне бы очень хотел побывать на базаре в Праге. Ты когда-нибудь был в Праге? Нет, не был. Я был в Кутне горе, но, наверное, Прага гораздо больше. Хотя я слышал, что там довольно сильно воняет. Еще бы столько людей в одном месте, и у каждого по заднице. Фу, какая гостиница. Disgusting. Я бы хотел послушать этого молодого проповедника Яна Гуса. Все только и говорят о том, что он проповедует на чешском языке. А я думаю, все дело в том, что он симпатичный, женщинам это нравится. Не говори глупости, проповедника не нужно быть симпатичным, чтобы его слушали. Как насчет этого красивого парня из церкви Святого Иакова? Я прекрасно понимаю, почему девушки стали бегать к нему на исповедь, и ты в том числе не отрицай этого. Ах ты негодник, ладно, признаюсь, по-моему, он и правда симпатичный. Но этого не означает, что я плохая христианка. Я бы никогда не посмел сказать такого. Знаешь что, давай на перегонки.
Не позорься, беги. А куда? Погоди, на перегонки куда? У нас есть цель. Мы, короче, вообще угарно. Типы такие. Может, еще что-нибудь скажешь? Все, я бегу. На перегонке есть. Что-то мы кросс устроили тут вообще, ребят. А потом сюда. Ха, это было здорово. Так мы сидим. Смотри, как она сидит и как я сижу. Мы там так сидеть. Сядь рядом с Терезой, а как? Вот так просто. А как сейчас тебя? Слушай, ты помогаешь пану Рацику? Пан Рацик иногда дает мне поручение, должен сказать, что он всегда ко мне хорошо относится. Он мне даже платит. Значит, тебе повезло. На что это похоже служить пану? Купаясь роскошь, обычная работа. Роскошь, гроши, бесконечные пиры, дичь, начиненная другой дичью. Успех курицы, начиненная лягушка. Это ерунда по сравнению с лягушкой. Начинаем курицей, козел, начиненный, ха-ха-ха. Свиньей. Что-то у них эмоции на эмоциях это нет. Смотри, как он в прострации какой-то находится. Что-то они так быстро посерьезнее сильно. Окей. Так что? Ох, Эндрик, что же мне с тобой делать? Ты гуляешь кружкового невинным девушкам. Надеюсь, у тебя не дрожат коленки? Вообще-то нет. Нет, у меня дело по горло. Единственный человек, которому вкружили голову, я. Как ты можешь это хорошо выглядеть? Так посмотри на этого дамского угодника. Где ты этому научился? Я уже не помню, на какой церковной службе это было. Ну ты и плут. Но ты умеешь заставить девочку почувствовать себя особенной. Продолжай. Но теперь мне пора идти. Можно я пошлю слухи? Только недолго. Я не хочу, чтобы пошли слухи. Я должен позвать Терезу на свидание через пару дней. Окей. Все, пока. Да. Окей. Don't worry. I will. Так, что у нас здесь есть? Сделал мне одолжение. Секрет стали. Ухажер. Визит писарю ужиться. А как карта. Че? Вот так, да. Ухажер. Ну, это через пару дней, давайте так. Ты где-то далеко, да? Жесть, мы тут никогда не бывали, так что писаря нам пока не светит. Сокровищницу. Ну, можно вот это сделать и дойти уж до этого. Скалицы. Это скалица же, да? Так, вот давайте это и сделаем. Так. Что у нас там повысилось-то? Да вроде ничего. Вон бледечко еще. Укради печать гильдии торговца. Вот давайте это тоже сделаем. Потом, когда коня будем, и пойдем по всяким картам. Среди белого дня опять будем красть. Или здесь можно взять какой-нибудь ночлег. Точка перехода.
Вот смотри, как мы добирались хорошенько. Тут что? Давайте сейчас прогуляемся здесь. Посмотрим, что здесь есть. Временное жилье. Хорошо. Это нам нужно. Портной. Ну, портного мы знаем. Портной, кстати, нам нужен. Либо купить, либо что-нибудь своровать. Так, давайте-ка еще где куда идти. Так, парикмахер. Или это портной. Окей. У него тоже своруем. Нам же нужна одежда хорошая. Как мы выглядим, ну-ка. Вот так пока, да. Бакалейщик. Так. Тут-то купец. Давайте зайдем к купцу. Чем он торгует-то? А только поторговаться не можно. Так, укради. Тут-то в кодексе называют мясник. Ты мясник, Драгомира. Как насчет поторговать? Все, поторговать мне не нужно. Страж лавки, может, это обокрасть только можно. А поговорить. Так, все видят, так что обкрадывать не хочу рисковать. И вон там у нас. Где-то здесь? Или дальше? Так. А, не ту сторону. Сюда. Пекарь. Не понимаю, зачем нужен пекарь. Но я понимаю то, что в реальной жизни он, наверное, там. Это в каждой деревне было, но здесь как-то пока непонятно, не понял, зачем нужен пекарь. Так, тут какая-то персонаж задание. Купальни. Че, опять здесь купаемся за хозяйку купальни. I'd like to make you... So what you interested? Proper. But of course. Поторговаться. I'm not giving you that. And how much are you? Is this enough? Well, We agree. that's not enough. Че, еще раз давим? Или все-таки? You were... God bless. Так, купальни, здесь еще пойдем. Стрельбище, может он тебя научит чему-нибудь. Привет. Ты лучник? Я заметил, что ты любишь задавать вопрос. Ты случайно не инквизитор? Нет, я Индрик из Калицы. Из Калицы я отсюда. Почему ты интересуешься мишенями? Я из интереса стреляю из мух. Иногда практикуешься? Я знаю многих, кто практикуется. Вот когда сможешь сыграть со мной в чурбаны в ничью, тогда я буду себя уважать. Ты никогда не играл в чурбаны и зовешь себя лучником? Ладно, Индриш, слушай меня. Чурбаны — игра для настоящих лучников. Она подвергает испытанию твою силу, выносливость и мир. Ты можешь принести себе чуток монет, если ты сам не чурбан. Так как мне играть? Я тебе расскажу. Куча бревен выпускает вниз по реке. Затем ты считаешь до 20, и лучники бегут вдоль берега за бревнами. В конце маршрута кто-то собирает бревна и считает попадания. Кто попал больше всего раз, а всегда я объявляюсь победителем. У каждого лучника есть 20 стрел с оперением собственного цвета. А состязание заканчивается тогда, когда последнее бревно пересекает линию. Это звучит забавно.
Забавно, дружище. Ты как следует потеешь во время состязания и будешь очень рад, если попадешь в бревно другое. Ну, так как, хочешь сыграть? Тебе нужен свой лук, но стрелы цветного оперения я тебе выдам. Давай попробуем. Еще один чербан, прекрасно. Итак, ты должен сделать ставку минимум в 10 грошей, максимум в 50. Одновременно будет создать 3 лучника. Первый удваивает свою ставку при выигрыше. За второе место ты... Итак, сколько ты готов поставить? Ну давай десяточку попробуем. Я не хочу снимать последнюю рубаху, а лучше быть посторожнее. С лаком покончено, а вот твои стрелы. Где мой лук? Подожди. Чувачочки, чувачки. Так, 29. Давайте вот крестьянский лук из орешника будем использовать. Доставай свой лук. Блин, это не легко. Жесть. Блин. Смотри, как он долго себе это делает. Ну давай. Смотрите, кто-то уже попадал. Блин, я чуть не попал. Либо надо чуть повыше. До конца. Что если я вот здесь буду? Жесть, я же ни черта не попал. Индрик 3 попал, ничего себе. Да, я 3 попал, чуваки. Так, тоже промахнулся. Так, так и не попал. Тоже промахнулся, так. Надо сколько мишеней попасть? У нас 20 стрел, у нас они там... О, я попал. Так, промахнулся. Ладно. Блин. Отстой. Это же промахнулся. У нас 2 стрелы. Опять промахнулся. Нужно туда встать, короче, и стрелять. Или это не будет считаться. Все, короче, у меня стрел больше нет, и я проиграл. Еще подняться нельзя никак. Погоди, блин, ну что такое? Попади как можно больше число стрелом в цветные оперения и бревна. Че, задание выполнено? Вацик. Как все прошло? Ты последний парень, не выше нос. Когда только заработаешь немного грошей, ты снова сможешь остановиться здесь. Я бы хотел снова попытать силы соревнования. Нет, это в следующий раз, извините. Надо повысить свой уровень. Попробуй, может, на стрельбище пойти. Здесь можно половить рыбы. Давайте посмотрим, что. Вот здесь где-то рыбы, да, можно половить или где? Чуть дальше.
Вот здесь, да? Украсть, пока никто не видит. Тут никого нет. Так, а здесь есть. Это взять нельзя, да? Ладно. Где у нас сейчас стрелющая? А, дальше. Нужны стрелы. Если у вас есть стрелы, давайте. Есть стрелы. Так. И какие-нибудь лошовые стрелы есть у нас? 31. Так, это 80. Прицела нет. Жалко. О, красавчик. Дождик. О, видали? Все, погнали. Так, тут к этому зайдем, чуваку. Что за вот этот? И жилье сохранился с жильем. Что нам обокрасть нужно. Так, ты мне хочешь задание дать, крестьянин? Так, я сюда вообще пришел. Нет, не сюда. А это кто? Че, может его обокрасть? Бацик, ладно. Потом он не захочет с нами задание делать. Ты узнал, где ледическая корчма? Так, кто задание? Крестьянин. Может, ты со мной сыграешь? Сыграть, Костя. Так, это что, заплатить? Да я не против. О, у него тоже 666, вот повезло. И пятерочка. Так, 3-3, 5-2-2. Давайте пятерочку такой возьмем. И вот так вот. 5-5-5. 500 тоже неплохо. This'll be the one. Все проиграет. Cursed luck. Так, 5 на однерку и А. Один такт. Вау! Вот это жестко, он выиграл, чуваки, он выиграл. Ладно, все.
Так, кто задание тут дает? Крестьянин. Вот так, не туда, наверное, сюда, да? Вот он, наверное, да? Корчмарь. Ну что, застоишься в краях? А сам знаешь, как оно бывает, вечно что-нибудь случится. Особенно на мельнице, и неделя не пройдет, как там опять дебоширят. Я всяких бедокрот насквозь вижу. Если затевать дурной или беспорядок, какой вечно какого прячется, намерение свои вынашивает, вот как вчера, к примеру. Ой, вот еще что. Если подумать давненько, как местную травницу, она раз в неделю всегда заглядывает в круженьку Элли. Но что ее все не видать. Надеюсь, и ничего дурного не приключилось. Ничего такого, слава богу, мир да покоя, больше в наши времена и просить не приходится. На одну ночь. Два всего стоит, ну давай пока торгуемся. Нам просто прокачать нужно. Маловато. Смотрите, как он сильно расстроился. Чё? А, он не захотел нам этот продавать. Вот козел. Почти готов принять. Ладно, давай твою штуку проверим. Все. Найду. Где моя корчма? Так. Это оно? Нет, это не оно. Это столовка. Так. Вот здесь, наверное, моя комната. Так, здесь мое все хранится. Че бы туда можно сбросить-то? 98, 109. Ничего себе, у меня все весит это. Давайте посмотрим, что тут много весит. Легкий вот этот. Много весит. 13 килограмм. Легкая. Тяжелый боевой молот мы туда сбросили. Зачем-то. Ладно, со сколком пока походим. Лопата. 4 весит. Лопату тоже давайте туда сбросим. Наручи. Очень легкий лук. Давайте этот сбросим. Его вообще нужно продать кому-нибудь. Ладно, продадим потом. Факел, кинжал. Ну и все. Давайте, насколько вот настолько. И чем мне питаться? Что у тебя есть? Котелок. Поесть из котелка. Так, на улице еще вечер. Давайте еще на часок уляжемся. Настолько. Все, ночь наступила, да? Но все еще сидят в корчме. Так, ну погнали туда. По делам. А кто здесь купец? И
бакалейщик. У портного, кстати, пойдемте у портного попробуем что-нибудь скоммунизить. Коммунизить. Коммунизм. Пока никто не видит. Так, мы тихие вообще, подожди-ка. Так, сумма. Доспехи. Да, шум уменьшается, когда мы так сделаем. Шум тоже уменьшается. Ну так пусть будет. Ты нарушаешь закон. Торговка. Одни ключи. Так, только не просыпайся. Не успею. Так, ладно, все, уходим. Тут кто-то еще, да. Портной, вот он наш. Можно и придушить, конечно. Придется воровать. Блин, что я творю-то? Надо, чтобы он не проснулся. Морковка, короче, одна хрень. Так, надо какой-нибудь шкаф найти. В темноте вообще ничего не видно. Украсть. Капуста. Украсть. Однако... Подожди, где ваше платье все? Блин, как вообще уйти отсюда? Дверь закрыта как-то, что ли, или что? Так, вот он лежит. Одна хрень, короче, лежит у них. Вот выход, по-моему. Так, тут у них кухня. Одежды нет никакой. Не знаю как. Кто-то там ходит, что ли? Сзади меня. Где они хранят это все?
бакалея какая-то. Вот, замок какой-то. О, вот это нам и нужно. Так. Коровья шкура не обязательно. Так, что взять не можно? Почему я это не взял? Все. Тесак мастерового. Вот это хорошая штука. Капюшон. И все. Нормально. Все, пока. Вот это круто, да? Так. Можно пойти сохраниться на часок. И это вообще все сбросить можно. Так. Где мой дом? Где мой дом? Вот тут. Так, это кухня. Так, апостольник. Шоссы, желтые туфли, кинжал. Один. Коев. Крендель. Коричневая туника. Она особо так и не нужна. What's wrong? Подожди. Кто хей говорит? Никто же меня не видел. Так, значит, не пойман. Так, апостольник. И все. Чертополох. Отмычек 31 штука. 3 килограмма это вес. Давайте хотя бы 10. Так, вот оставим. Пещерный гриб. Ну окей. Хорош. Часок. И это будет у нас час ночи, пока все спят. Я уже забыл задание, там что нам нужно? Надо обокрасть, по-моему, да? Укради печать гильдии торговца ледечка. Опа, кто-то здесь спит, крестьянка. Это стражник, да, типа у нас? Дозорный. Потом скажет, что это подозрение, типа я же здесь один шастал. Надо будет через какие-то дворы. Было бы еще вот это, если до такого реальная игра была бы, да, типа иди через дворы, чтобы тебя никто не видел. Смотрите, здесь все закрыто, у него перекрыто, у торговца. Меня пока вроде никто не видит. Смотрите, у них свет горит, там у торговца. Скрыть замок. Тихо, 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 тихо. Вот, лавка торговца.
Смотрите, он все убрал. Да, тут то спит. Мне нужен торговый. Вот сам купец. Так, обокрасть. Денежки его. Короче, у него нет, у него все ящики, наверное. Сложно. Опа. Он почему-то встал. Надеюсь, он меня не спалит, потому что я у него украл бабки. Почему он встал? Потому что мы красть не умеем. Without light, okay, don't worry. Может, он ляжет спать? Так, он стоит пока. Должно быть ветер. Да, окей, ветер, ветер. Он нас не заметил. Так, он опять на ключ, наверное, закроет. Так, он... О, вот он ходит еще. Чего мы шумные настолько, что ли? Нам нужно шум как-то убрать. Так, шум 5 у нас. Заметность, видимость. Что-нибудь надо убрать тоже еще. Оружие вообще убрать нужно. Скорость увеличивается, когда у нас... Так, по доспехам что-то. Перчатки охотника. Так вот, пробуем обокрасть. Шум, по-моему, меньше должно стать. Че, он пошел там спать? Окей. Да, тут у них кухня. И тут, скорее всего, ничего вообще не лежит. Смотри, здесь тоже спят крестьянка. Кого он себе только... Кто здесь только не живет? Тут что у нас? Скрыть замок легко. Кто-то проснулся? Или кто-то здесь ходит, лежит? Да, украсть, ну-ка украсть. Так, здесь пока никто не лежит. Да, никто не лежит. О, это хорошо. Только что нам нужно украсть-то? Так, кольчужный коев. Перчатки охотника. Пойдемте сбросим это все. И придем опять, у нас время еще есть. Попробуем. Апостольник. Опа, че, зачем я с собой все это начал брать? Апостольник. Из оружия. Венок. Такие туфли. Вот как-то так, да. Все, окей, часок поспать. Так, встать. А, мы... Ну, у нас часик будет такой. Чтобы его обокрасть до рассвета. Но хоть сохранимся. Смотрите, еще там рассвет уже наступает. На дворе, да. А, нет, все еще пока ночик. Ночка.
Нам вот что нужно, да? Невозможно начать. Подожди. Спи. Почему невозможно начать? Кто там? Кто-то меня спалил. А у меня вообще есть отмычки? Отмычки есть. Почему невозможно начать? Подожди, я лучше загружусь, чувак. Так, а потом утром попробую его как-нибудь обокрасть. Может, это то, что там в комнате спят из-за этого. Или мне их лучше просто взять и придушить. Давайте тогда до утра вот поспим. Опа, не сюда. Так, ты не можешь уснуть, потому что ты и так спал слишком долго. Да, понимаю. Придется гулять куда-нибудь. Увидел, как мы, короче, заходим в квартиру. Вот он ходит. Так он, по-моему, не видит. Так что можно, кстати, открыть. Так, погоди, где мы тут загрузились-то что? Нам опять вскрывать эту штуку. Так, надеюсь, он не видел. Смотрите, у нас перчатки. Погоди, здесь какой-то... Вроде все нормально, да. Перчатки только сидят. Вроде все хорошо. Я попробую еще раз. Дальше можно начать. Попробую убить. Не, убить вообще не хочу убивать. Обокрасть чего? Крестьянки, может быть, нету крестьянки. Может, у него? Все-таки заберем что-нибудь. У него, может, ключи какие-то от этой штуки есть. Вот ключ. И вот, по-моему, вот это то, что нам нужно. Непонятно, что это. Карманная кража. Да, все отлично. И теперь... Не просыпайся, чел. Вот эта штука. Вот это и вот это. Все. Опа-на, они встали. Вот козлы. Это хреново. Жалко то, что они встали. Как они нас спалили. У него я забрал отлично. Только вот надо сразу удирать оттуда попробовать. У него все отлично, все. Так. Я туда вообще иду. Нет, не туда. Вот это еще ходит. Дошел прям. Сейчас смотрит на меня. Смотри, смотрит на меня, козел. И сейчас пошел. Хорошо, что не в мою сторону. Еще один. Уже рассвет. По-моему, они просто встали. Долго не можно его не этот. Вот это нам и нужно. Все хорошо. Так, нам нужно еще. Блин, а. Прям поймала, что ли, или не поймала? Подожди, он не поймал меня. Тут что? Хорош. Все, я убежал. Вроде меня никто не спалил. Давай закроем дверь даже за тобой. А, все-таки спалили. Погоди, спалили.
Я кому-то что-то должен. Ну-ка, стой. Вот он выбежал, козел. Тихо, тихо. Hey, you! Don't move. Here! Help! А сколько ему, если Here! Don't let him get away! я сдаюсь и сейчас загружусь Quick, еще? everyone! Come here! Got you at last. What? Сколько тебе нужно? You look surprised. This definitely. Заплатить 4 дня, это до хрена, чуваки, нет, я загружаюсь. Это слишком много. Сейчас надо быстро все это делать. Скрыл. Открыл. Пошел. Открыл. Обкрадываем. Тихо, 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 тихо. Ключ. Давай, давай. Давай, 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 детка. Так вот. Невозможно начать. Он встал. Пройти печать, надеюсь, он меня не спалит. Все отлично. Живучесть доступна от нового очковых умений. Спринтер. Одну сделаем. Густая кровь. Вы медленнее стекание крови. Давайте, чё уж. Одна же. Пошлите что-нибудь, не знаю, сбрасывать там и не нужно нам. Сейчас он встал. Пойдемте лучше сохранимся просто, и все. Я надеюсь, что мы сможем поспать и сохраниться. Да, можем, отлично. Часок. Печать-то у нас. Вот, просвет. Спит, не спит. Уже проснулся. Ах, суки, спалил. Кто спалил? А это... А, она не спит, она плохо спит. Надо ее, короче, попробовать придушить вообще. Или крестьянку. Но я так не могу на убийство пойти. Просто загрузимся и будем, короче, этот... Дальше куда-нибудь пойдем. И так много наворовали. Так, стрельбище. Журнал, вот журнал. Ухажер. Секрет стали. Простых путей учебы не бывает. Ухажер. Еще недоступно или доступно? Наверное, еще недоступно. Так, сокровища. Тут что? Да, говорят, что с кольца можно найти сокровища под голубятней. Голубятню надо сгонять. Играй богатых, давай бедных. Отдай печать бродяги. Чурбаны в реке. Да, это тоже надо сделать. Потом что тут больше драк. Крута есть боец, который дерется с людьми за серебром. Принеси шкуру зайца. Все, я побежал. Этот. А здесь что? Найди пана тачка и отправься с ним на охоту. Сейчас я только отдам этому типу.
И этому продам все, что можно. Нельзя отсюда, да? Так. Так, надо найти этого чувака. Где наш мельник? И сколько у нас вообще этот... Так, навыки. Скрытие замков 5. Все, теперь мы можем, по-моему, обучиться. Еще дополнительно. Может, он спит в комнате? Да, это она спит. А где твой... дядя? Вот он где. God be with. Так. Погоди, а как он? Что, не может меня научить? May the Lord watch over you. Ты же мог тогда раньше. Давайте еще до утра поспим, чтобы они все встали. Спать. 2 часа максимум могу поспать. Че, встаем? Давайте тогда возьмем этот все что угодно и начнем ему продавать. Так, кинжал. Тесак. Тесак мощный, да? А у нас что есть из оружия? Осколок 43, тесак 45. 3, 5. Осколок, короче, вот. Осколок можно и продать. Тесак возьмем. Тяжело был мой молот. Очень легкий лук можно продать за 0 рублей. Апостольник, это что вообще? Важный модный предмет одежды. Шум 14, обаяние 10. Продать. Венок на голову. Обаяние 10, прочность, шум. Колющий удар. По-моему, не нужная вещь. Шум, обаяние 9. Обаяние 14. Койф. Обаяние 10. Еще 7. Однерка. Кольчащий койф. Шум 99, обаяние 5. Жесть. Сколько он весит-то? 5. Прочность 47. Вот это зато защита хорошая. Туника. Обаяние 7. Можно поносить с собой, так, мягкие поножи. О, ничего себе, 9. Шум 6. 9. Хорошая вещь. Так, перчатки охотника. Хватит горожанки продать.
Рубашка ремесленника. Сине-зеленый капюшон. Стёгано-коричневая куртка. Воение 13. О, обаяние 18, смотрите. И 3. Обаяние 4. Ненужная вещь. Для заданий. Hey, look up. Look where you're going. Окей, don't worry. Че он там встал-то? Молится? Watch where you're going. Уйди, пожалуйста. Споткнулась. Да, я по... Блять. Henry. Так рад тебя видеть. Я кое-что принес тебе. Как насчет снова провести время? I'd love to, Henry. Я вызываюсь в but not интернете just сейчас. now. Давай увидимся через Gotta пару let дней. it go. Are you serious? Ну давай уж поговорим. Я ж жму. Почему он со мной не может поговорить? Так. Может, то, что я одет плохо? А, все нормально. Пройти обучение, зато можно продать краденое. All right. Take care now. Оружие, осколок продаем. Крестьянский лук. И лук обычный, да, какой-то мы хотели продать. А он его не берет. Шоссы. Вот это продать можно, да. Кольчужный воротник 4. Оставим. Потом сравним. Коев оставляем. Тунику. Обаяние 7. Легкая темная брикотина. Вот это да. Подбитый доспех. Блин, куда ты? Оставляем пока. Перчатки охотника. Узкие оливковые шоссе. Let's have a word. Why not? Are we agreed? That sounds pretty interesting.
All right. A nice sum. Just lower your... Finally, a reason. Все окей. I hear you're a... Certainly. I'm interested in more... All right. Isn't that... Наклад, наверное. Смотри, он нормально снизил. Good luck. О, нормально. Так, отлично. Так, навыки у нас что-то прибавило скрытие замков. Умелец. После успешного взлома замка вашу сумму вероятность 20% вероятность сломанной отмычки. Сломанной отмычки нам вообще без разницы. Начальная позиция отмычки будет ближе к концу личинки. Облегчаю вскрытие. Пьяная удача. Будучи пьяным, вы 30 вскрываете замки, но издаете на 30 больше. Вам это вообще не нужна тема. Только вот это может быть. Так, давайте оденемся хотя бы как-нибудь. Тесак возьмем. Так, этот вообще выкинем. Так вот. Стрелы мы поставим. Такие. Щит. Как-то так, да? I've got some... May the Lord watch over you.
Let's talk. We're getting it. Are we agreed? That's no way to... See now. Ха, смотри, все-таки согласился. Или не согласился. По-моему, согласился. Да, согласился. Где наш бедняк там? Ха, его казнить собираются, что ли? Ничего себе. Нищий. I've got that seal for you. Я принес тебе эту печать, но кажется, ты сам умудрился попасть под жарного господня. Это правда, я решил, типа, удачи попался. Прости, парень, но мне нечего дать тебе за эту печать. Попробуй продать, я думаю, из мельников. Я уверен, что ты получишь за нее хорошие гроши. Я лучше пойду. Желаю удачи, парень. И не попадайся, не ты закончишь, как я, а я попадаю удачу в других краях. Ну, хоть задание выполнили. Ну, видите, как прикольно. На самом деле, это прикольно. Здорово. Как в этом. В каком-нибудь Ведьмаке, так неожиданно поворот. Ладно, короче, знаете что, ребят? Дайте я немножко отдохну.
Я порву. Чурбаны в реке. Сделай мне одолжение. Больше драк. Только я вот не понимаю, как мне его завершить. Купец, писарь. Может, писарь мне со мной поговорить? Научит меня читать. Поговорить хотел. Jesus Christ, be... You look like you're busy. Много. У меня столько просителей, что не удивлюсь, если дверь свалится с петель. Что происходит? Мне поручили найти работу для нескольких беженцев из Калицы. И дело даже не в том, что работы не хватает на всех, главное честно ее распределить. Я понимаю, у всех есть цветы, которые нужно кормить. Беда в том, что они не говорят, кто больше всех нуждается в работе, но ты бы мог мне помочь, Индрик. Как? Они будут более откровенны с тобой, и ты сможешь узнать, кому больше всего нужна работа. И ты сам сможешь решить, кто чем будет заниматься. Ты поможешь мне? Хорошо. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 3, actually 5 carriers. A cook and 5 water carriers. Sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry, begging your pardon, shit. Or as the Pope would... Is there anyone... Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Scarlet's folk are best suited. How come that's such a... For one thing, they're afraid of me. And I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? Oh, they're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good-for-nothing who'll just booze his wages away. Can you tell me anything more about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. What do I need to know? We need 3. Right now, some of the burgers' hands are doing... And they need to go all the way down to the river. Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job, but someone has to do it. What can you tell me about the other... It's dirty. But it's a Приятная job работа. that needs to be Но done. это что нужно There'll делать. be more than enough work for them. Some places are... Sounds disgusting. Why would anyone... If all else fails, I'll pay 2 groschen for every 1 I pay the water carriers. That might convince someone. That's all I need to... Good luck then. God be with you. А ну-ка, стой, я поговорю. Что? Master... May the Lord watch over you. Это, короче, не писарь, я так думаю. Хотя хз, может, это и был писарь.
Где этот купец? Вот он, да? And home. Куда ты ушел? God be with you. Значит, поторговать. Чуть дальше. Good health to you. The bailiff sent me. That's right. I'm searching for a good cook, but I've... Well, I offered the bailiff my help because I know the Scallops folk. Ah, I see. Well, Do you have any particular requirements? well, it would be an advantage if she knew how to cook. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young, nimble. What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. I also heard there are vacant carrier jobs. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if the burghers don't have to send their own servants. It will benefit my people as well. Of course, it goes without saying. I also heard that you need workers to carry, to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. That's not a concern for decent people. But I need to know. Enough. I won't have such talk in my home. Такой угарный. Here now. О говне не хотят разговаривать. Look where you're going. Be a bit more careful. I'll be with you. Do you know if there's an... Aye. Да, если... О, есть для тебя работа. Our local gamekeeper was looking for help with something a while back. Oh. It might not be to your liking, though. On account of it's the executioner who's looking for Ничего себе. service. Folk here don't want to have anything to do with him. Only the more they avoid him, the more they gossip about him. Хорошо, ловчий и... Смотри, они уже... У меня здесь статус типа повысился, а они у них все работа нашла, короче. Ловчий, да-да. My respects to you. I'd like you to show me... Certainly. I'd like to Chuck. practice... All right, but it'll cost you. Isn't that quite... Agree? Well, now, a little. I'd almost shake. Agree. Good luck. И что мне это даст охота? Ну, охота повышает количество мяса и полезных побочных компонентов, которые можно извлечь из пойманных животных. Can you teach me... Certainly. Вот это нам нужно. I'd like to practice... All right, but it'll cost you. Isn't that quite... Agree? Well, a little. Смотри, сколько мало скинула. All right. I'd almost. Скидывай, скидывай. Agree. Стрельба из лука. Отлично.
Партнерочку получил так. Так, давай, что тебе нужна рабовая работа, да, по-моему, этот. Any work? That depends. Да, сказать, как у тебя со слухом? Что? I said, how's your Если... hearing? Как ты слышишь? It's perfectly fine. You don't have to scream. Отлично. I mean, why are you asking? Я хотел сказать, а почему Because спрашиваешь? there is this one little job going. Потому что есть But I need маленькая someone раба. who knows the area well and has good Нам не ears. нужен, который отлично знает местность. I ought to be. Fine. Отлично, So вот here's моя the печаль. problem. My friend is a birder, and he left Мадр a птицелов, few он rare оставил у меня nightingales хранить in несколько safe редких соловьев. keeping. They're good to trade. Rich gentlemen Они hang хорошо them продаются, caged up богачи in their вешают cages. клетки с ними у себя в Keeps покоях. their wives from Это fretting удержит when их they're жен off drinking and при дереве, wenching. пока сами не перестают курить. The trouble is, the nightingales are gone. I don't know how, but Соловьи the birds исчезли, have не знаю, flown. как птички улетели. Ты хочешь сказать, что я должен их Surely найти? you're not asking me to go flapping around looking. Not exactly. Не совсем. Luckily, their wings are clipped. Сейчас у них so they подрезаны won't be крылья, far, так and что the далеко watchman in улететь the они не tower могли, told а me страшник to с head башни off сказал toward мне, что они полетели в I have направлении traps Варна. prepared. It should be easy enough Я to приготовил catch them in those. силки, будет несложно поймать птиц. Отлично, но как мне узнать, куда I поставить hear they силки? like pine wood. Я слышу, что они любят сосновые леса, а прямо перед Варником есть сосновый лес. Верно, там густой лес. That's just why you need Вот to почему ты listen должен out. не убавить соловьев. Nightingales have a Очень distinctive различимая song. трель. Как When только you ты hear ее it слышишь, close ставь by, силки set на a том trap месте. on the spot. They kept twittering Они away the постоянно whole time they were щебетали, here, so I когда can были у remember the меня, tune. так что я хорошо запомнил трение. Я их тебе напою. Can't wait. Как он напоет, тепт? It went something like Они this. звучат похожи на это. What? Неужто люди держат подобных птиц у себя дома? Похоже на вопли кота, когда его тянут за хвост. You know how it is. Знаешь, The когда gentry's бывает got у all панства manner of старые odd tastes. вкусы? The question is, can you Главное ли ты remember them? запомнишь мелодию? Понятно. I remember. Right. Here are the traps. Отлично, вот и Don't силки. forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. He ought to be caught in it. I'll do that. Окей. God be with you. Только возле чего это нужно? Подожди-ка. Птичка невеличка. А это где-то здесь в Арии. Окей. Ухажер. Вниз еще нереально пройти, что ли? Тут вот, оказывается, палач у нас. Пошли у палача тоже возьмем этот. Сотник Бернард. Еще одно задание. Подожди. Доброго дня. У вас нет для меня работа, пан Сотник. Пройти обучение. Тренировочное с учебным оружием, тренировочный бой. Связки ударов, искусственный удар, обучение. Бой. I'd like to improve. Certainly. Само собой. Новичок. А, вот, смотри, это круто. I'd like to practice. All right, but it... Isn't that quite a lot? Agreed. Хорош. А, так, новый уровень бой мечом. Так. Четверочка. I'd
I'd like to improve. Certainly. 5-й уровень ему нужен. I'm interested in. Wouldn't you rather learn the... Well. Can you teach me? Certainly. I'd like to practice. Isn't that quite a... Since it's... Well. Agreed. Farewell. Can you teach me? Certainly. I'm in... Wouldn't you rather look... Well. I'd like to learn... Certainly. I'd like to practice... All right. Isn't that quite a... Agreed. Good luck to you. Any chance of... It all depends on what you're ready to do. I'm sure you've noticed the roads around here are swarming with brigands. Sir Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Very well. Well, as for amusement, I'd entertain myself by being very careful, lad. May the Lord watch over you. Good health to you. I'd like to ask about our former neighbours. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? What of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. But having a job could save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skillets, they'll never be able to rid themselves of the stink. So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. But who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the rat house, so they'll all be in one place. It'll take me a while, though. I'm also looking for a cook. Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem?
Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. Thanks. I'll go. Take care now. Смотри, какое подаяние это, короче, нормально, да? Страдать так. Так. Секретарь ухажер. Баталей. Поговорить с теми. С Костелом. I've lost everything. Deliver us from peril. Are you Agnes, who works at St. James? I am. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Skalitz. Why do you ask? I'm looking for a good cook and housekeeper, and everyone I asked sent me to you. I've been blessed by God. So it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. Merchant Hagen isn't just anybody. I've heard of him, that he's a good Catholic. Really? Well, yeah, sure he is. Truly. People still talk about the lovely service he arranged for his wife's funeral. So you wouldn't mind being his housekeeper? Well, I don't know. What will Father Francis do? Where's Father Francis now? I don't know. The last time I saw him, he was going to confession in Sasau. But that was before all these terrible things happened. I've heard no word of him since then. Does he go to Sasau often? Where does he stay when he's there? Not so often. About once a month. He always used to stay in the inn near the monastery, so he wouldn't have far to go. I'll ask around about what happened to Father Francis. I'll let you know. May the Lord watch over you. Где мне его искать? Жесть, это он же так далеко. Вы чё, ребят? Подожди, пока Алиш отправит все это вот ратуш. Окей, я понял. Врата, что нам нужно? Погоди, а где вот это? Секрет стали. Простых путей. Так, сокровища. Придется к этому чуваку идти, да. Птичка-невеличка еще идти. До сюда не дойти, да, так? Жаль.
Придется куда-то сюда идти. Попробовать. Новое занятие или задание? А, ничего, еще новое задание. Того чувака еще не казнили. Надо было вообще где-нибудь сохраниться, а потом отправиться в путь. Вот по вот этой дороге. Еды, кстати, у нас нет. Так, ну ладно, ничего страшного. Ну ладно, погнали вот так просто прямо. Здесь живет. Еще одна мельница какая-то. Так, тут что? Заснуть, сохраниться можно. Давайте. Конь. Бедный конь. А тут что интересно произошло? А, там висельница.
коль дошли, давайте уж задание тоже возьмем. Наверное, палач здесь живет. Да, наверное, палач. Это кто? Лишка. Поговорить с палачом о плачущей женщине. Говорит с палач. Вот как они где же живут в хозяйстве, да. Вот палач. Do you know there's a girl crying on your doorstep? I executed her husband. What? You killed him? No, not like that. It was done lawfully. She knew he had it coming. So then, why... Folk would like to drive her out of town. She has no one here. For a while I thought I could take care of her, but it wasn't to be. Why? Do you really have to ask? I can't even go to the tavern for company, and no one would sup their ale with me. And when I die, they'll probably push me into a hole with a stick so as not to touch my corpse. Is it really that bad? I'm not complaining, mind. It's a well-paid job, if you don't mind being a pariah. They might look sideways at you, too, just for talking to me. And that's what she's afraid of? Exactly. Doesn't that crying girl have any kin? None she knows of. Poor lass. You could help her, though, if you wanted. Me? How? Elishka has no family, but her husband might still have some kin. Nobody will talk to me, but you could find out more. Why do you want to find her family anyway? Don't you want her to stay here? I do. She's a splendid woman, but I'd never want to keep her here against her will. The life I lead isn't for everyone. What would she have to put up with if she stayed with you? A lot. I can't deny. Most of the townfolk wouldn't give her the time of day, at least not in public. If we had children, it would be even worse for them. That doesn't sound like a very happy life. It's not all bad. It's a well-paid job and even respected in a way. And when someone needs a bone set, all of a sudden they forget your reputation. How can I find out if there's any family? Try asking Elishka herself. She knows a thing or two about them. But, in the end, you'll still have to go and find out something from the bailiff, or from the records at the rat house. All right. I'll see what I can do. My thanks, if only for the thought. My God. Herman sent me. What a way to end up. Don't despair. It could be a lot worse. Only death could be worse, and I'm not far from it. Can I ask about your family? What do you want to know? Don't you have any kin left? Someone who'd take you in? No. They all died of the plague. And then I ended up with that man of mine. I always knew he'd get strung up one day. Didn't your husband have any kin? Maybe. He mentioned some, but we never went to see them. Is that all you know? Yes. But if they're anything like my old man, the bailiff and his catchpoles will know about them. That's all I need. Just the very fact that I'm talking to you. Вон где он там их казнит. Весельный холм. Весельницы устанавливали на вершине холмов, на перекрестках и за городом, как они считались нечистыми. Лучше всего для них подходили пустынные места, как
которых все избегали. Ни один мастер не хотел работать поблизости, опасаясь нанести урон своей репутации. Единственный, кого можно было здесь увидеть, палач, который часто жил рядом с местом своей работы. Обычный человек подошел бы к виселице с одной единственной целью — понаблюдать за казнью. Казни стали очень популярным народным развлечением. Часто поглазеть на казнь приходили все жители города, но смертная казнь была правом, предоставленным только некоторым городам, и далеко не в каждом из них был свой собственный палач. Вот где он рубил голову, а здесь, ничего себе, он жестко их. Так, аккуратненько. Can't leave now. I still have obligations here. Что за obligations? Подожди-ка. Ну окей, давай. Обращить хочете? Приказ пана. Обыскивать. Так, подожди, 16.6.8. Сколько ему нужно? 20-очку? Маловато, ничего себе, козел. 18 ему заплатил. Я боюсь, что он мои доспехи сопрет. Вот люди, да? Jesus Christ, You're here about the water carrying? I am. Where do I get some pails? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. What trade did you do before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Thunder the winch, right? Strong as a bull. Ah, the name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. I came last autumn. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So did I get the job? We're not finished yet. Are you here because you want to carry water? Well, I'd rather be back at the winch. Turning it so fast I'd make everyone's head spin. But now I want to carry water at least, since there's some money in it. Well, there's also the option of carrying, shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be under the winch anymore. More like under the stench. And how are you holding up? Not very well.
I'll tell you that. I help out with something every once in a while and get some money for it. But it's not enough. Especially when the dice don't fall in my favor. Sure. And have you tried looking for other work? What for? They'll get the mines running again, and I'll have a real man's job. And what about soldiering? That's real man's work, isn't it? It is, and I'd be good at it. When I land a punch, you'd think you were kicked by a horse, which I once showed to a soldier I fell out with over a game of dice. Only, I'm too smart for soldiering. No doubt. I heard you lot don't want to talk to the bailiff. I don't know much about that. The others didn't talk to him, so I kept my mouth shut as well. That's the way we do it at the mines. He didn't even really ask me anything anyway. Just mumbled something under his breath. What would you give me if I recommended you? What could I give when I don't have a pot to piss in? All I have is a strong arm. Whenever I hit anything or anyone, they stay hit. Well, if I get you the job, will you show me how to really hit someone hard? I could. Deal then. Deal. And how are you holding? Not very well. Sure. What for? It's a shame there isn't any real work for strongmen. Ain't that the truth? But as I've said, the mines will get repaired. And I know everything I... So, can I... Not yet. I'll tell the bailiff and he'll... Well, I hope he chooses me. If you think I'm afraid of you, you're mistaken. We'll see. God be with you. Not talking to me? Good day to you. What do you need? You're here about the water carrying? I can haul water. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? So tell me, what was your trade before? I was a miner, then a farm laborer, then I was a servant, then I fled from Skullets and ended up here. Quite the factotum, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all, but they were always sending me to do something else. Pickman, they'd say. Leave this and go and do that. You're just going to pretend I'm not here? Pickman? That's your name? Actually, my real name's Vass, but they call me Pickman. Is that German? No. It's from when I was in the mines, digging with a pick. So you're keen on it? I've been keen on it since I got up this morning. And you had another job before this morning, or what? No. I was just joking. Besides water, you could carry... You could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me. No, it's not a thing I'd go around boasting about. How are you holding up? What can I tell you? What happened with the bailiff? You couldn't get a word out of anybody. That peacock, what was strutting up and down and shouting at everyone? He told me he'd no time to listen to a buffoon like me. Hey. So I shut my mouth. Well, I could put in a good word for you, but you'll have to scratch my back too. Fair enough. Not talking. Show me where it itches. No, you dolt. It's just a saying. I'll do something for you, and you do something for me. You just going to pretend I'm not here? Right. I see. Well, as it happens, I've got something great for you. Treasure you wouldn't dream of. Treasure, you say? Right, you got my attention. I see you're a smart man.
A man who knows a thing or two about the world. I've got... Wait for it. I've got a piece of the Queen of Sheba's sword. Never heard of her. Who's she? She was a great queen in ancient times. She gave Solomon a sword with magical powers. Magical, eh? You shouldn't believe everything you hear. No, it's true. It's in the Bible. And this sword, once it's put back together, nothing can stop it. It can cut through bones, teeth, even steel and stone. I see. But you've only got one piece. What's that good for? I couldn't get it all. The fellow I bought it off didn't have the rest. He sold off bits and pieces. They've got powers of healing, you see? And put strength in your... Not talking to me? You know, manhood. What do you say? Deal? Hey, am I invisible or what? Forget it. I'm not interested in a rusty piece of steel. Now, silver, though... But I don't have any groschen. Not a one. Tough luck, then. God be with you. Подожди-ка. Not talking to me? That's enough for now. So... Look, the bailiff is the one who will decide after... So, I might not get the job? Good luck to you. Я хочу вон тому. Смотри, сколько их до хрена. My respects to you. You're one of the people interested in what... Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines. And not just in the mines. So... At the mines? So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft. And I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their lordships? When will they open the mines again? Я тут подумал, это ничего не слышал от панов, когда они собираются снова открыть рудник. I have no idea what their lordships plan to do about it. All right. I just thought you might have heard something. How badly do you want to carry water? Well, right now there doesn't seem to be much work around for miners. And at least I can earn a few groschen. It's not easy work, though. It's a long way to carry water. Do you think it was easier in the mines? Digging through rock on your knees all day for months on end? There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. But it will be twice the pay. The money would help, true enough. But what about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Look at it this way. You earn double the money in the same time, or the same money in half the time. That's not bad, is it? Well, you have a point. I could get it over and done with quickly, and... All right, I'll take it. Бедняга. Suppose it won't kill me. Good. I'm sure you won't regret it. Почему ты согласился, как я ж тебя чуть-чуть совсем поуговаривал. How are you holding up? You mean this here? Well, I've got feeling back in my arm again. What happened to it, anyway? That time in Skalitz. I was knocked down by a horse. But it's better. Look, I can see by the way your arm is hanging, it's not healed. You can't carry water like that. Oh, come on. I owe money to the Sawbones and I need the work to pay for it. I'll give you anything you want. Well,
I could find something that will help you. Anything? You'll have to wait. I don't have anything now that can help you. I'll wait. I'll definitely wait. What would you give if I put in a good word for you? Good word? Sure. If I put in a good word for somebody to the bailiff, then that someone has a better chance. But I haven't got a pot to piss in. I lost everything, and I'm in debt too. But I might know about an opportunity. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine, before Skalitz was raised. So, what did you hear? They found something they wanted kept a secret. There weren't any rumors about a silver scene, but what else could it be? The punishment for stealing the king's silver is hanging or burning at the stake. I know, but you can't be burned for stealing silver nobody knows about. That's enough for now. God be with you. Pretend I'm not here. What do you want? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out... It's true. Do you know how to cook? If you know how to make food for... Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry... But Alex has already picked people who want to carry... He didn't ask me, though. So I came here... Look, I already have more people than jobs. You're a bit late. But I really need a job. So does everyone else around. None of them has a husband on his deathbed. He's dying. He's badly wounded. So poorly he's been in his bed for weeks. Sorry to hear it. I already owe the apothecary a small fortune. And he won't lift a finger. Well, if you know... All I've ever cooked is gruel and soup. Nothing fit for nobles. A roof would be grand, though. Not so much for me, but for my husband. Is there... No. Not unless I lied about your cooking skills. But he'd find out soon enough, and then we'd both be in trouble. What did you do in Skalitz? I was at the silverworks, roasting the ore and washing it. My husband was at the smelt... Oh, Christ. Things got very ugly there. I suppose that's where your husband was wounded? It's a miracle you managed to... What else could I do? Leave him there? All right. And you'll tell him to take me, right? Take care. Жесть их так до хрена. My respects to you. You're interested in carrying water? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good for nothing. What makes you so deserving? How did you make a living before this? I was the owner of a mine. Well, I had a lease on it. But in our line of work, it amounts to the same thing. The chief, eh? But have you ever hauled a bucket of ore up a hill? There's no hill in a mine. Just a shaft with a winch. It's hard work carrying water. So is taking care of a mine. It's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. There's also the option of, emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. True. That's why it pays double. Double, hey? Well, that's not bad, but for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. How are you holding? Not too well. I've tried offering my administrative abilities at... He's not an easy man to deal with, true enough. But if you show him what you're... Well, if he gives you a chance to The bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him.
Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. Well, I can't see how that... What would you give? So that's how it is it? An honest person. Come now. I just want to help, but I'll have my job cut out persuading the bailiff to take... All right. I don't have anything, but I know the armourer. Nah, no good. I already know enough blacksmiths and armourers. You'll have to do better than that. I've nothing else to offer. Take it all. That's enough for now. Good day to you. What do you need? Are you here on a... Yes, I am. Nice to meet you. I'll ask if you... Fine. What did you... I work for my father. Doing what? He was my... Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. So you're probably here about... Aye. That's all? How are you holding? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm, too. What happened with... I don't know. And what would you... I've got... Oh, come now. You say you want the job. Mother told me I should go and help. Такой странный чел, угарный, короче. Так, что все порасходились, ты тоже уйдешь? Или уже время? Так. Сокровища, найти сокровища, какой-то секрет стали. Руины. Жесть отца его, надеется, значит, не так далеко. Сейчас я сначала найду этот. Так, целебное снадобье, ты где? Вот здесь? There's still something like... Yes? That's enough for now. Take care now. Целебное снадобье? Погоди, а где мне его найти? А в аптеке? Где аптека? Вот алхимический стол. Аптекарь, вот он где аптекарь. А чем ему нужно-то? Heavens. I'm feeling this good. Oh, I'm glad to hear. About that debt. Я не буду платить. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're up.
Would you teach me more? Certainly. I'd like to practice. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a... Agreed. My respects to you. Так, чем ему нужно купить-то? Ой, здесь так много всего. Подожди-ка. There's still something I... Yes? How bad? Well, it's not easy. Do you think it was At the mine? That's right. But you probably... The bailiff? Well, he's... Maybe. But if you lot had just talked to him, I wouldn't have to run around dealing with this, and you'd all have a few... You might be right. That's enough. Good luck to you. Did you find out what... Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzig sides with the king. How does like... I suppose it was kind of them to take us in. But then... Farewell. Для руки камня. Может, надо просто повязку? Can we do something? Да хрена. Finally, our... Ничего себе, за 400. Ну, хотя бы скидочку сделал с первого раза. About that arm. God bless you. Here you go. Thank you so much. No, there's never enough groschen. I know. I myself owe money to the apothecary. Подожди, я хотел That's тебе... enough for now. Good luck then. И, наверное, придется ему дать. Или женщине дать водоноску. Так, где у нас сидит этот чел? До сих пор пишет. My respects to...
Do you know Elishka? The wife of... The one that's with the execute... That's her. Life can be... Right. How should I know? Now, if you don't mind... If Elishka stays with the executioner, it'll end... Christ, oh, all right then. Where can I find him? He's suffering with some ailment, so no doubt he'll be lying in his chamber. Good luck to you. I know everything. Splendid. I'll be glad to get this damn bit. So? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Antonia. What? A woman? Yeah. Is that a problem? You never said it had to be... I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man. She can handle the job. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can. Maybe. Jesus, I can see this. Peter. Peter? Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Carrying shit. Good. One person for this. Vassi. Pickman. I hope he doesn't have a history. No. They call him Pickman because he worked in the silver mines, and he was very keen with the pick. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Or... Jesus, Tonda. The winch. Ought to be good with a bucket anyway. What's he going to do? Or... Jesus, Vincent. Vincent? Never heard of him. What do you... Or... Jesus. Anton... What? Yeah. I did it. She can have... To carry... So we have one person to carry water. Cornelius. Ah, Cornelius. I had him here once looking for a job. Where do you want... Carrying shit. Good. One person for this job. Что-то я все забыл, кто там за что. Tonda. They call the winch. To carry. So. Vincent. Vincent? To carry. That's it. Good. All decided. Now about the... God be with you. Жестко мы этот, короче, распределили. Надо теперь с ними поговорить или как? Вернись и расскажи им о своем выборе. Ладно, погнали домой уже. Надо поспать. Поспим, да. Все, и реально поспим в реальной жизни тоже, потому что до хрена.
Все.